Здравствуйте, мои дорогие зрители, меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». Сегодня я вас приглашаю в очередное наше путешествие. Шучу, друзья, путешествия особо не будет, и, наверное, в ближайшее время тоже. Сегодня мы едем просто в Мумбаи, в город, за покупками. Зачем, почему и что, я вам расскажу по ходу чуть позже. Сейчас я вам показала, как Парам зашел в храм Ганеши. Он никогда не упускает возможности посетить это место. Парам считает, то есть ощущает, чувствует, что после посещения храма у него прилив энергии и все задуманное выйдет наилучшим образом. Поднятие тонуса, поднятие уверенности в себе. Вот это вот то, что придает Параму храм. Заскочили в цех забрать Артуркину форму. Ладно, иду, что там они смущаются. Нет, не готово, говорят. Артуру послезавтра уже идти в 3 класс. Придется идти в старом. Все, ну Парам немножечко дал нагоняй, так что я думаю, сегодня закончат. Сейчас утро, вечером, когда обратно приедем, я думаю, что заберем. Так что еще есть шанс пойти в новой форме. Вот наш Нерал, городок, который находится внизу. И сейчас мы идем на станцию, садимся в электричку. 2-2,5 часа будем телепаться, пока не доедем до Мумбаи. Кстати, я вот сейчас показываю наших женщин, индианочек. Индианочек, которые носят груз на голове. Вы посмотрели, какие они красивые, какие они грациозные. В отличие от непальских женщин, которые носят груз сзади в корзинах. Ну, типа рюкзачка они делают. Я вот когда была в Непале, обратила внимание. Там женщины такие немного низкорослые, немножечко сутулые. Немного сутулые. В общем, не такие статные, как наши. Видите, друзья, в Индии на станциях стоят вот такие вот краники. И ворона пьет воду оттуда. Артур налил в крышечку. И я, наверное, сегодня себя особо показывать не буду, потому что очень жарко. Вы видите, у меня лицо, как будто бы я из парилки вышла. Только если куда-нибудь мы зайдем, где кондиционеры, там уже будете на меня смотреть. А сейчас переворачиваю камеру. Мы пришли на полчаса раньше, невозможно стоять. Люди, видите, обливаются потом, находят места под вентиляторами. Чтобы хоть как-то спасаться от жары. Артур тоже не переносит. Боже, Артур, а как же ты в Гоа будешь жить? Это у нас в Матаране хорошо, прохладно, потому что мы высоко в горах. А в Гоа такая же жара, как в Нерале, может быть, даже еще жарче. Наш поезд подъехал, вы видите, уже куча народу внутри. Наша задача как можно проворнее пробраться в вагон и найти свободное место. Иначе придется стоять. Те многие запрыгивают на ходу. Все, придется стоять. Ну, может быть, со временем нам с Артуром уступят. Продолжаем свой путь теперь уже на рикше. Хотим сейчас заехать в кафе перекусить. Парам, как всегда, общается с водителем. Очень жарко, друзья. Показала мужчина, видите, надел себе на голову платок, периодически им вытирает лицо. Артур, покажись тоже. Ребята, ну реально вот для людей, у которых проблемы там с сердцем или еще какие-то проблемы, сейчас опасно выходить на улицу в такую жару. Но, друзья, судя по огромным пробкам, большинство индийцев не боятся получить солнечный удар. Когда уже, Артур, появятся летающие автомобили, на дорогах Мумбаи? Не знаю. А что? Ну, было бы быстрее. Не получается. Не получается, сынок. Вот самое плохое в суши-роллах это эти палки. Ну, в принципе, Артур, тут есть и вилки, можно вилкой есть.
Ну интересно же палочками научиться орудовать. Вот как? Вот как ты это делаешь, а? Но у меня, честно говоря, тоже не очень искусно получается. Это что, Не как у зелёная икра? японцев. Ну, вкусно. Артур, старайся хотя бы на камеру, чтобы эстетично выглядело. В общем, друзья, мы пришли поесть в ресторан Global Fashion, по-моему, так называется. Это сеть ресторанов в Мумбаи, где можно поесть до отвала, как говорится. Прям расстроился. Раньше мы ходили в другой ресторан из этой же сети, и там было мясо, господи, мид этой, козлятина была, в общем, друзья. А здесь нет. Поэтому он говорит, очень печально. В общем, друзья, в этом ресторане фуршет или шведский стол можно набирать сколько хочешь, сколько влезет. Вот. А главное для меня, что здесь есть суши-роллы, потому что в Индии очень сложно найти такие рестораны. Однажды в Гоа я заказывала суши-роллы, очень маленькая порция и очень дорого стоила. А здесь можно съесть сколько влезет. Я, кстати, сегодня специально, друзья, даже решила на завтрак съесть минимум одно яйцо съела, чтобы действительно больше влезло, потому что я вообще, в принципе, мало ем. Парам пытается овладеть. Ну, давай. Очень сложно, говорит, я забыл. Очень, да, тяжело, когда не знал, да еще и забыл. Артур показал легкий способ наколоть как вилкой. Хотя вот Парам не любит такое, но он все пробует. То есть для него важно все попробовать. Но есть он будет то, что он любит. Да. Так засмущался. Не знаю, что-то я не помню, как ты раньше ел. О, кстати, уже что-то начинает получаться. You must eat hands with hands. Руками ешь. Парам попросил парня снять на видео. Здесь что-то вот видите, в это время мало клиентов. Так что персонал скучает. О, смотрите, и учит. YouTube channel. और ये हम थंब से इसमें प्रेस करेंगे ऐसा दबा के जोर से प्रेस करना बराबर उसके बाद बराबर ऐसा पकड़ के बराबर Смотрите, Парам пересел. Говорит, здесь у тебя нормально. А там, где он сидел до этого, очень холодно. Прям на него кондиционеры. Говорит, наверное, они специально так сделали, чтобы люди побыстрее уходили отсюда. Давайте немножечко пройдемся вместе с вами. Я покажу. Действительно, очень красивое место. Заслуживает внимания. Да, видите, в Индии есть места, где очень приятно можно провести время и вкусно покушать. Действительно, еда очень вкусная, очень вкусная. Вот какое изобилие суш, то есть роллов. Есть и просто рыба. Постоянно подкладывает. То есть я пришла сюда именно ради этого, потому что действительно очень дорого. В Гоа там малюсенькая порция, по-моему, 800 рупий стоила. А здесь можно есть сколько влезет. Но не для тех людей, которые не могут себя контролировать. То есть у меня, в принципе, с этим сейчас все в порядке. Я съедаю столько, сколько могу съесть, чтобы потом плохо не было. А у Парама желудок имеет способность растягиваться, по-моему, поэтому ему выгодно тоже сюда приходить. Вот здесь тоже очень много разных блюд, то есть тут не только суши-роллы, здесь и рис, и спагетти, то есть все, что угодно можно поесть, курица. Но я думаю, что все-таки для любителей морепродуктов это место более востребовано, потому что здесь можно и креветки в разных там соусах поесть, и крабы, и, видите, даже сырую рыбу. А курицу, в принципе, можно поесть в любом индийском ресторане, не вегетарианском. Красиво, уютно, внимательный персонал. И, видите, людей немного, столики расположены на расстоянии, тоже это очень удобно, но не всегда такое в Индии встретишь. Часто в Индии столики прям, знаете, сидим как родные, все как в одной компании в мумбайских ресторанах. Такое бывало часто. Так, смотрите, Парам еще что-то. Я уже, честно говоря, решила пройтись, чтобы освободить немножечко. Утряслось для десертов, потому что я люблю суши, роллы и очень сильно люблю сладкое, торты.
Это моя слабость. Вы посмотрите, это что-то типа момос с рыбой, приготовленных на пару. И это тоже рыба, приготовленная на пару. Значит, это именно китайская кухня. Еще здесь есть таиландская. В общем, друзья, можно даже не путешествовать по странам Азии. Все можно попробовать здесь, в этих ресторанах. А я не хочу уже. Давай. Я не хочу. Давай. Сам ешь. Я не хочу. У меня вкусно, я знаю, но у меня уже нет места. Ой, как вы думаете, я все это съем? Ну, очень маленький. Тут на один укус все эти тортики. Специально, видимо, такие порции, знаете, чтобы все попробовал человек. И не объелся. Я помню, в детстве отмечала день рождения, но сколько мне тогда лет было, ну, что я уже, в принципе, на дискотеке ходила, может быть, 17 лет. В общем, перед дискотекой был, типа, стол с подружками, и я объелась именно десертом. Помню, что уже надо выходить, уже клуб открывается, а я не могу встать, что я вот так вот не могу разогнуться. Говорю, девчонки, подождите, я немножечко полежу, а потом пойдем. Парам, давай уже ускоряйся, ешь, ты сможешь. Я не могу уже, давай, ешь быстро, я уже все. Я бы, может быть, здесь еще бы разлеглась бы поспать, но воспитание не позволяет. Сняла на видео на всякий случай, может, кому-то это будет информация полезной, кто-то захочет зайти в этот ресторан, действительно вкусно кормят. Все сытые, довольные, идем дальше. Парам еле передвигается. Ну вот, мои дорогие зрители, мы добрались наконец-то до мола, до супермаркета. В общем-то, это цель нашей поездки. Мы хотим купить Артуру одежду, потому что очень скоро мы идем на свадьбу, причем на такую грандиозную, где все будет дорого-богато, поэтому надо, соответственно, выглядеть. У меня, в принципе, есть наряды, а вот Артур по-деревенски, он ходил в обычных шортах, а туда, куда мы собираемся в этот раз, ну, как бы шорты будут уже как бы неуместно выглядеть, поэтому надо что-то поприличнее найти. Вот такого плана, как сейчас Артур, в трикотажных шортах. В принципе, для Матерана это нормально. Красивая нарядная футболка, но для города это будет уже не очень. Так, все, я выключаю камеру, здесь снимать уже нельзя. В общем, друзья, подобрали мы наряд в H&M. Я уже показывать сегодня не буду, уже увидите на свадьбу. Сохраню интригу. Давайте немножечко поглазеем, что здесь продается. Но мы уже возле кассы, поэтому, видите, здесь, как обычно, заколочки разные, носочки. Меня впечатлили вот эти вот носки. Я вообще, вы знаете, у меня какая-то страсть к носкам. В принципе, они мне не особо нужны, но вот я когда их вижу, мне хочется. У нас сейчас такая жара, я смотрю на них и просто прям так хочется их себе. Еле сдерживаюсь. Шапки еще до сих пор продаются, ну, наверное, по распродаже. Так, ну что тут еще поблизости? Обувь. Я такую обувь видела, мне кажется, и года 2 назад. Особо не изменилась. Кстати, выбирали Артуру одежду, и я видела шорты, такие, которые я ему покупала еще в Харькове 2 года назад. Так что кое-что еще остается с прошлых завозов. По-женскому очень много разных штанов, вот таких вот широких, красивых. Ну, как-то по цветам, знаете, мне что-то хотелось бы такого вот какое-то яркое, цветастое, но я смотрю, что больше в моде сейчас однотонные. Ну, в моде или, может быть, здесь такая мода у этой, фирмы. Много черных моделей. Покупать не буду, но решила на память запечатлеть. Как вам дама в шляпе? Ну, кстати, удобная вещь. Кто любит и умеет их носить, действительно классно от солнца спасает. Молодежь тоже меряет, девчонки.
Вот, видите, здесь огромный выбор. Да, но эти внизу самые крутые. Мои дорогие зрители, вот мы и дома. Ну, чтобы вы понимали, это уже следующий день, потому что вчера мы вернулись в 11 часов вечера. И явно было не до съемок. Вот, все удачно, удачно все купили, что хотели. Не зря Парам ходил утром в храм. Ну, я так немножко над ним подшучиваю, но на самом деле Парам после того, как посетит храм, действительно он становится более улыбчивым. Я когда вижу, если Парам какой-то сердитый, серьезный, говорю: Парам, тебе нужно срочно сходить в храм, помолиться. Действительно, человек меняется. Я все-таки решила вам покупки показать. Начну с формы, которую мы вчера вечером удачно забрали. Ну вот я не портниха, но вижу, что что-то явно здесь не то. Вот знаете, вот как по-домашнему, как я, допустим, там Артура, если бы на утреннике что-то шила, я подумала, ну ничего страшного. То есть вот эта вот изнаночная сторона, вы видите, сзади какое-то недоразумение. Здесь тоже так, видите, пошито. Странно, мягко говоря. Ну, там я уже разные мелочи показывать вам не буду. И рубашечка тоже очень-очень сложно застегивается. И я вижу, что здесь уже их никак не расширить. Вот, ну и здесь тоже, если швы не очень ровные, в общем, наверное, на камеру видно не будет. Ну, в общем, я не очень довольна, но получилось в целом 550 рупий за ткань и плюс за пошив. Но к этим портным мы явно больше не пойдем. Дальше, что касается наряда на свадьбу Артуркина, все-таки я решила вам показать и рассказать, не терпится. Вот, ну, предупреждаю сразу, что я и не планировала покупать там какую-то тройку с галстуком или с бабочкой. Тем более сейчас очень жарко, вот, и кроме того, мы там не являемся какими-то близкими родственниками, поэтому это не обязательно. Хотела я купить штаны, брючки из вот такой вот легкой ткани, но купила в итоге шорты. Вот, видите, ну, красивые, конечно, шорты, стильно будут смотреться вместе с вот этой вот рубашкой. И к этому комплекту просто замечательно подходят вот такие вот сандали. Видите, под цвет шорт. Я думаю, будет классно смотреться для маленького мальчика. Папа у нас всегда в шортах ходит. Вот и сын тоже такой, весь в папу. Не пойму, либо я разволновалась, либо у нас жара начинается. Значит, что касается моей одежды на свадьбу, что я на себя надену. Вы помните, что пару месяцев назад Парам мне купил 2 очень красивых наряда специально вот для всех вот этих вот мероприятий. И вот это один из них, который я собираюсь надеть в этот раз. Вот. Но я в нем уже была на свадьбе здесь в Матеране, и это была мусульманская свадьба. Впрочем, сейчас мы тоже идем на мусульманскую свадьбу. Вот. И многие из вас, мои дорогие зрители, не оценили в том плане, что здесь рукава, видите, как вот на этом сарафане, здесь открытые руки, открытые плечи немножко. И вы сказали мне, написали, что нельзя, Наташа, мусульмане прикрывают плечи. Ну, я вот хочу с вами немножечко поспорить насчет этого, попозже чуть-чуть, но все равно, я как-то, знаете, это восприняла близко к сердцу. Параму вчера говорю, он говорит, нет, не будем мы новое покупать, зачем тратиться, есть очень хорошее решение. И Парам мне сказал, что ту-ду-ду-ду, просто пришьем эти рукава. Вот, мы когда покупали, я тоже вам показывала, что в Индии в магазинах продаются такие вот наряды, и в комплект идут рукава, которые захотели, пришьете, не захотели, выбросили. Я их, слава богу, не выбросила, поэтому пришью, и будет нормальный, приличный вид. Будет красивый наряд, и я себя буду чувствовать уже комфортно. То есть я уже не буду переживать, что скажут, что подумают обо мне люди. Там мы вчера обратно ехали, где-то 2,5 часа в электричке. В общем, у меня было время поразмышлять на разные темы. Ну, это я же хочу с вами поспорить. Так вот, представьте себе, например, мы с Парамом решили сыграть свадьбу у меня на родине в Харькове.
И, естественно, ко мне пришли мои подруги, мои друзья, подруги в вечерних платьях, декольте, там кто-то в брючном костюме. В общем, ну, как, в принципе, вы ходите на свадьбы. И я Парам пригласил своих знакомых из Индии, индианок. И что, я же им не буду говорить, а ну-ка, пожалуйста, оденьтесь в нашем стиле. У нас дресс-код. Нет, конечно. Они бы приехали бы и были в своих традиционных нарядах, в саре, там, я не знаю, в панджабе, кто как. Вот, поэтому и я думаю, почему я должна. Ну, то есть это такой, как, опять же, спорный вопрос, но есть над чем задуматься. Да, и справедливости ради скажу, что индианки, индуистки, когда ходят на мусульманскую свадьбу, они одеваются в своем стиле. То есть они драпируют сари так, как обычно их драпируют индуистки, по-разному, потому что мусульманки прикрывают живот и еще и прикрывают голову, а индуистки этого не делают. Ну и, соответственно, на свадьбе они тоже этого не делают. Вот, пишите в комментариях, ну, то есть это я не то, чтобы с вами хочу там прямо поспорить, кровь из носу, просто вот привела такой пример. Все, мои дорогие зрители, до свидания, до скорых новых встреч. В следующей серии мы пойдем к портной, к вашей и нашей знакомой, к Арчитиной мамы. Я хочу, чтобы именно она пришила мне эти рукавчики. Я бы и сама это сделала, но машинки у нас нет, поэтому обратимся к ней, заодно поснимаем. Они переехали, у них новое жилье. Я думаю, особенно моим старым зрителям будет очень интересно. Все, пока-пока, не буду вас задерживать. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.